Здорово, ребят! Сегодня поговорим про русскоязычных влогеров, вообще, что доступно русскоязычному интернету, что можно слушать именно на тему бизнеса и саморазвития. Вот. И я сразу хочу сказать, что каждому, о ком я говорю, супер благодарен, то есть я их прослушал, получил от них свою пользу. И теперь, как говорится, дам им свою дань, дам свой сильный фидбэк. Я не просто прослушал один ролик, чаще всего я скачивал весь канал, то есть я скачивал, например, весь канал какого-нибудь влогера и просто вот пошагово все слушал. Пока путешествовал, знаете, там есть 16 часов в день. Вот. Так вот, начнем тогда конкретно. Немножко, конечно, буду троллить, но вы сами оцените. Первый — Юрий Мороз. Юрий Мороз, его книга «Пособие для слабоумных», «Бизнес-пособие для слабоумных». Очень классная книжка. Просто это база всех баз в бизнесе. Она будет актуальна и через 100 лет. Это то, с чего должен каждый предприниматель начать. Его видео просто бесподобный, очень сильный, мощный человек. Но имея самую большую в мире, в России, точнее сказать, базу подписчиков 15 лет назад, сейчас о нем никто не знает. И, в принципе, каким бы он крутым ни был, сейчас его уже никто не знает. Хотя благодаря его тренингам я залез в Россию и, в принципе, очень сильно себя круто показал. Так, дальше у нас Спиридонов. Тоже мега ему благодарен. Спасибо тебе, Максим. И как личному консультанту я прослушал все его ролики. И просто хочу сказать, что у него такая довольно странная харизма, очень странная харизма, не очень яркая, но при этом человек сильно методичный. И благодаря его напарникам, ну не напарникам, даже сказать, его коллегам, с которыми он ведет общение, это мега сильный человек. И чего ему не хватает? Он, конечно, больше имеет сабскрайберов, чем я, но чего им не хватает, это, я считаю, сейчас он немножко подпустил то, что он стал меньше снимать интервью. Я считаю, еще больше сильных собеседников, может даже на английском языке, с переводом. Ну, в общем, продолжай, Максим, это самое бомбовое. Крутые интервью. И меня, кстати, поражает, что человек без математического ума ведет сильно технологичные бизнесы. И прям душа радуется, мой, как говорится, благодаря ему я многому научился. Но сейчас, в последнее время, он немножко интервью с большими людьми стало гораздо меньше. Этого тебе, Максим, не хватает. Дальше Рыбаков. Рыбаков, конечно, главный мужик. Я сделал, а вы все лохи. Я вообще благодарен тебе, Игорень. Честно, среди твоих слов очень много таких мест, которые там, вот именно с твоих личных ноу-хау, видения рынка. Но на самом деле, я бы сказал, засираешь интернет. Я знаю, как делать, я знаю, следите за мной, подписывайтесь. А что ты говоришь? По сути, все круто, а вот крутых роликов круто начал, а дальше сдулся. То есть у каждого человека, знаете, есть такой как бы багаж знаний. Он его выдает вначале, а дальше человек стоит. А публика требует, и что, Игорь? Фигарит дальше то же самое, все то же самое. И самое главное, обратите внимание, когда Игорь не говорит, даже вопрос до конца не задали, он уже ответ. Это о чем говорит? Все подготовлено. То есть те, кто задают ему вопрос, он уже готов. Он даже еще вопрос не дослушал, уже отвечает. Это, Игорёнь, это тебя сильно выдает. Очень нехорошо. Что я тебе рекомендую, если тебе нравится, как и мне тоже очень нравится, когда со мной дискутируют. Я не люблю, когда один говорю, как сейчас. Я люблю, когда со мной ведут дискуссию, мне задают вопросы. Я часто вел, когда, например, какие-то там на форумах, там, на каких-то больших... мне уже дают заранее вопросы, я знаю ответ, и, в принципе, я даже не дослушиваю вопрос, я уже отвечаю даже на следующий. В принципе, Игорь то же самое делает. Поэтому говорю, посмотри, как делает Муджи, посмотри, как делает, не знаю, Оша, как Садгуру. Они внимательно слушают вопрос, тогда у них происходит инсайт, и они отвечают. И это тебе, Игорь, сильно не хватает. Дальше Хартман. Ну, конечно, это вообще... кадр еще тот. Я, наверное, самый большой канал, который скачал, был Хартмана. Причем, знаете, что я только в конце допер? Он всем говорит, маленькая вероятность, пробуйте. Такой, знаешь, Тони Робинсон такой. Мы даже помесь, я бы сказал, еще с этим негритосиком, который... В общем, забыл этого негритосика, которого тоже говорит, я всех переработаю. В общем, как говорится, конкретная психотерапия тут неизбежна. И еще не значит, что всем нужно работать как тебе. Ты сам говоришь, я маленькой вероятностью все добьюсь. Так ты YouTube засрал маленькой вероятностью. Чтобы тебе достигнуть маленький результат, ты делаешь 200 видео, из них 2 хороших.
вот самое хорошее, что я порекомендую Хартману, это вот просто самое хорошее. Я сейчас даже записал себе. Паскаль. Это письмо получилось таким длинным, потому что у меня не было времени написать его короче. Вот это про Хартмана. Я иду, я сделаю, мы сделаем. Ребята, если вы... Фак, запиши ты ролик 30 секунд, 40 секунд. Я его прослушаю с большим кайфом. Я захожу, ролик написано. Мягким или твердым. Я зашел увидеть мягким. Мне не нужно твои болезни, мне ничего не нужно. Ответь мне, мягким или твердым, конкретно. И в принципе, тубнейлы, вкусные, ролики говно. Просто говно. Есть классные ролики, когда Хартман на сцене. Он готовится, отрабатывает речь, говорит спокойно. Молодец. Все остальное психотерапия, кстати, как у меня. Я точно так же. Через действие все делаю. То же самое бегаю, все варианты пробую. Но ты посмотри маленького котенка. Маленький котенок тоже все пробует. А здоровая кошка идет и кушает там, где нужно. А не идет, лазит везде. Поэтому вот для Хартмана вот такие вот рекомендации. Дальше бизнес-молодость. 2 руководителя, оба молодцы. Петр Осипов. Большое тебе спасибо. Знаешь, я лет, наверное, 7-8 назад, когда я приезжал в Россию и продавал что-то, я был выше рынка, сильно. Я мог прийти в любую организацию практически, и меня слушали. После 5 лет и после бизнес-молодости я поражен людьми. Россия, средний уровень мелкого предпринимателя в России сильно выше, чем в любой, наверное, другой стране, которую я встречал. Ну, за исключением, конечно, какой-нибудь Силиконовой долины, там просто в другом измерении немножко. И мне очень нравятся метаморфозы. Просто, конечно, немножко мне в начале, как начинали оба основателя, машина там, ба-ба, давайте, грузины там, шу-шу-шу, там, все, нет машины, ты лох, там, все. Сейчас они немножко подросли, и что мне просто бесподобно нравится, рост личностный, видно руководителей. Руководители сильно растут, ищут свои пути, и вот это очень классно. И можно вот расти вместе с руководителями. Молодцы, ребят, продолжайте. Не могу больше никаких комментов сказать. Просто хочу сказать, равняться нужно на вас. Дальше. Есть такой Александр Савкин. Это не для всех. Это чисто вертикальное развитие лидерства. Савкин бесподобен. В 2, 3, 4 минутах он говорит психотерапию десятков случаев. И она настолько классная, и настолько глубоко, сразу говорю, это не для всех, но это самая выгодная трата времени, это на Александра Савкина. Бесподобные видео. Еще, конечно, если вы хотите работать над собой и думать. И единственное, что Савкину бы подсказал бы, побольше видяшек. И у них даже есть еще курс «Как стать коучем». Я бы этот курс выложил бы в бесплатный доступ, а продавал бы уже он топ. Ну, в общем, молодец Савкин, просто душа радуется каждому видео. Каждое видео бесподобно. И хороший пример Савкина. Видео хочется прослушать 10 раз. Ты если дам тему, еще раз, и ты понимаешь, в твоем мозгу ты выучил умножение. Как только ты выучил умножение на всю жизнь, ты можешь чуть вспомнить, умножение, все. Если вы посмотрите Рыбакова, ты прослушал видео, нет смысла его второй раз слушать. У Савкина видео вкусняшка просто. Это просто меняет мышление. И такое видео хочется показать другим. Хотя просмотров там очень много. Немного. Садгуру это, наверное, такой же, как Муджу, как Оша. Это, конечно, мастера ребята, большие. Почему про бизнес говорю? Потому что они решают все проблемы. У них они решают все. И чем классно у Садгуру, он услышал вопрос, у него нет никакой эмоции, он его мягко получил, он его мягко ответил. И самое главное, что этому учится весь мир. И это можно слушать, шерить, делать. Это просто самый бесподобный учитель. Я просто преклоняюсь сильно и не могу ничего даже посоветовать. Просто молодцы. Единственное, если что-то бы делали, чтобы перевод был, если кто-то на русском смотрит, чтобы тех же самых людей, а не много перепостов. Дальше Яновский. Яновский просто бомба. Я думаю, что в русскоязычном интернете я не видел более развитого руководителя. Яновский просто бомба. Что еще про него себе заметку какую сделал? Что он немножко тоже выдохся, потому что он развивается. Молодец, просто различить все по уровням. Там, предприниматель, инвестор, руководитель, бизнесмен.
все разные слои, всех их увидеть четко. Это, конечно, тренировка многолетняя. Единственное, что видно, что он, ну как, вырос до какого-то уровня, очень большого, очень классного, но по сути, кроме этого, он ничего не говорит. Может быть, конечно, это и моя проблема, что я хочу что-то нового. Но, с другой стороны, нафиг мне смотреть 40 роликов того же самого человека, когда он говорит все то же самое. С одной стороны, конечно, это как про проповедь. Ну, ты же сам еще делать-то ничего не начал, да? С этой точки я понимаю, но все-таки я считаю, что я, например, не могу создавать контент о том, о чем я уже говорил. Мне хочется сказать и забыть. И мне даже как-то в голове, я смотрю, я мысль ношу, пока я ее не выложу, она у меня не забывается. Я ее выложил, мне стало спокойней. Но 2 раза ту же самую мысль говорить, я даже о своих путешествиях не люблю рассказывать, потому что я 1 раз рассказал, а мне больше не хочется рассказывать. Я поэтому стараюсь рассказать сразу как можно больше аудитории, чтобы меня больше никто не спрашивал про путешествия. Я экономлю свое время и людей тоже. Ходорковский. Конечно, человек-бомба, молодец. Преклоняюсь. Такой бизнесмен. Чем мне нравится в его интервью, каждое слово – это бомба. Человек не говорит ни одного ненужного предлога, все правильные окончания, каждое слово юридически проверено. Просто Ходорковский человек-бомба, большой молодец. Единственное, что видно, что у него крылья такие сжатые. Посмотрите на него, как он сидит. Сжатые крылья. Ему нужно расправить крылья. Единственное, что боюсь, что когда он расправит крылья, это будет большой тиран. Этого, конечно, никто не узнает. Не знаю, куда он метит, там, в президенты России или в большую месть Путину или кого хочешь. Но ему бы что хотел сказать. Расправь крылья, потому что видно, что крылья у тебя, как говорится, не дают тебе расправить. Хотя бабосов немерено уже, наверное. Очень аккуратный, мудрый человек. Но мне бы что хотелось сказать. Расправь крылья. Вот. Безос, вот чем обратите внимание, чем богаче люди, тем меньше про них контента в интернете. Безос, про него практически очень мало всего. Я все скачал, все, что можно было. В основном, конечно, он делает какое-то интервью и потом 25 миллионов репостов кусочков. Что я хотел сказать про Безоса. Молодец, чел. Чем мне нравится? Незаученные речи, говорит спонтанно. И что бы я вам хотел сказать, если будете его смотреть, посмотрите его в суде. Как его начинают мучить за монополизацию и за там всякие его, там, говорится, манипуляции. Посмотрите, как, в принципе, кажется, что большие люди, большие там миллиардеры, триллиардеры, насколько беспощадные суды, и, в принципе, понимаете, что никуда от судов не скрыться. В принципе, каждый предприниматель такой кажется беспомощный перед этим большим тупым государственным аппаратом. Поэтому обратите внимание, когда будете смотреть Безоса, на вот эту вещь. Но Безоса очень немного, и все ролики его бесподобно, очень любознательно посмотрите, и они очень полезны. Теперь Ма. Ма, я сначала его слушал, мне очень много людей его упоминало, а на самом деле он чмо. С точки зрения предпринимательства, иметь такую компанию – это бесподобно. Человек, ну, я не знаю, просто там сильно молодец. Кстати, как какой-нибудь там Рыбаков такой: мы бедные, я богатый. Если сравнить, сколько получает Рыбаков, сравнить с человеком в Челябинске там секретарем, и сравнить Рыбакова с каким-нибудь там Джеком Ма или давайте с Безосом, да, то Рыбаков ты сосешь конкретно. Нельзя тебе про бедных говорить. Ты сравнивай себя с Безосом. Чего ж ты так говоришь? Чего ж ты не говоришь? Я получаю там сколько? Рыбаков-то миллиардер, да? Или там миллиардом там что-то, да? А у этого это в 1000 раз, да? Давайте возьмем тебе Рыбакова миллиард, поделим на 1000, это будет миллион, да? Ну так ты посмотри. Даже давайте возьмем на 5000, там, сколько там, триллион компания весит у Безоса, да? Получается, что, блин, не такой уже это самое и как бы такой крутой, да? Вот ты с Безосом посравнивай, когда учишь бедных людей. Вот. Так, что мы сейчас говорили? Права. Ма я тоже слушал, такой классный, такие идеи, такой... А потом посмотрел, идеи все те же самые. Посмотрите, Садхгуру никогда не говорит тех же самых идей. Посмотрите, Юрий Мороз как говорит. Его спрашивают: так вы же 5 лет назад по-другому говорили. А Юрий Мороз говорит: а вы что, хотите, чтобы я всю жизнь то же самое говорил? Я же учусь. Я имею право говорить все время по-разному. Вот. И поэтому посмотрите Джек Ма. Заученная речь, явно видно, что поставлена HR-щиками. И что при этом всем обидное, посмотрите интервью Элона Маска и Джека Ма. И вы, конечно,
Джек Ма просто опустится ниже плинтуса. Как Элон Маск просто, не знаю, просто показывает who is who. И я вам честно хочу сказать, что при этом у вас явно упадет репутация Джека Ма. Он просто очень выглядит лохотронно, наивно и беспомощно. Потому что Элону Маску тексты не пишут, а Джек Ма тексты пишут. Кстати, когда вы посмотрите Хартмана и Осипова, как они вместе выступают на сцене, в ваших глазах Хартман так опустится, что вы просто поймете, насколько это, знаешь, я все сделаю, я бегу, да, надо делать, и вы можете, да, и вы просто поймете, что, ребят, не всем надо бежать. Можно много подумать. Тебе нужно бежать, да, Хартман, тебе надо бежать, а другие должны подумать и сделать одно действие. А тебе нужно бегать, да, пока не поумнеешь. А вот эти ребята поумнели, они могут сделать одно действие. Куча ребят, которые сделали мало действий, посмотрите там, на Баффета, например. Баффет не делает много слов. Давайте дальше. Теперь про Маска. Маск бесподобен. Все говорят, что он шоумен. Я не согласен. Шоумен это вот Джек Ма, Рыбаков, Хартман. Вот это шоумены. Элон Маск тихо делает большие пиздецы. Тихо делает. А когда нужно продавать, громко это делает. А эти все ребята там, фонды мы поднимаем, мы помогаем. Ребят, те, кто помогают, они не кричат, а вы себе зарабатываете репутацию. Честно хочу сказать, те, кто сильно помогают, их никто не знает. Вот. Дальше. Джобса очень мало, как и Маска. И все бесподобно. Просто сидите, слушайте 20-летние видяшки Джобса, любые видео Джобса, вы просто понимаете другую философию. Он не учит людей, просто посмотрите, как он презентует, как он гордится, как он... Совершенно другие ценности. В общем, Джобс бесподобен, и в принципе его можно слушать все. Просто его презентации, его диалоги, как он общается с Гейтсом, как они друг друга и уважают, и конкурируют. И вообще очень много интересного, когда посмотрите старые его интервью. Хотел сказать, Джобс бесподобен, и в принципе у него только хорошее интервью. Единственное, что очень мало контента. Вот. Теперь Баффет. Все рекомендуют Баффет. У Баффета очень мало информации в интернете. Когда вы напишете Баффет, вы увидите десятки тысяч видео. Все это простые перепосты, порезки, кусочки, связанные там с... А по сути, у Баффета очень мало видео. Единственное, что он говорит очень базовые вещи, и что мне нравится с Баффетом, то, что вы услышите, вы можете на всю жизнь запомнить. Человек в столько лет делает бизнес и имеет партнерство, там, не знаю, 50 или сколько лет. Это бесподобное, просто неповторимые слова, но чтобы их понять, у него очень плохой, у него акцент такой непонятный, он шиповит, он говорит, он в принципе ничего не рассказывает, его только спрашивают, он отвечает, но его база, ее можно учиться, записывать. Его слова бесподобные, это просто нельзя ничего сказать. И, кстати, одно из хороших слов, что не нужно делать много решений, как Баффет говорит, мне хватает, говорит, я прожил год, если я сделал одно хорошее решение. Вот. Вот так вот. Сложно достать контент, ну, в смысле, хороший, вот именно выделить контент, но он очень классный. И давайте возьмем еще, не знаю, возьму немножко Миллера, буквально нечаянно зацепил. Очень мало тоже про него контента, наверное, еще меньше, чем про Баффета. Контент очень классный, развивающий. И Юлий Миллер молодец, не знаю даже, что сказать. Его, я бы хотел только сказать, было бы побольше контента про этого человека. Мог бы немножко... Он не любит, не очень публичный, не любит много рассказывать, но честно хотел сказать, что ждем, конечно, его книгу. Было бы побольше роликов, мы могли бы больше учиться. Все, ребят, уже темнеет. Удачки, спасибо за видео. Спасибо за то, что, точнее сказать, посмотрели. Вот такой вот видон уже, видите. С одного дубля записать не так просто. И надеюсь, что вам было полезно.
И надеюсь, вы когда в следующий раз будете смотреть всех этих онлайн-влогеров, как и меня, я вам открыл глаза.